Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня, как я вам и обещала, вторая Маринина рука. Итак, эти ноготочки у меня на канале вы видели. Марина с ними с удовольствием отходила чуть-чуть больше месяца. Сегодня мы выравниваем длину ноготков под средний пальчик, поэтому все остальные ногти нам приходится упилить очень сильно. Вторую ручку мы тоже подогнали именно под средний, самый короткий пальчик этой руки. Ну и, конечно же, сделаем дизайн ногтей. Итак, в этом месте принимаются комментарии на дизайн ногтей для Марины. Угадайте, что же будет на этой руке. Каждому угадавшему лайк, комментарий от меня. Мы же тем временем подготавливаем для себя ноготочки. Напоминаю, эти ногти мы снимали для видеокурса по моделированию квадрата. Ссылочку на данный видеокурс оставлю вам в описании, можете посмотреть. Ну и ссылку на сам дизайн этих ногтей тоже оставлю вам в описании. Пойдите посмотрите, это безумно красиво было, когда было свеженько. Хотя и на коррекции выглядело тоже очень хорошо, единственное, что отросло. В данном случае у нас совершенно никаких проблем не возникает. У нас у Марины ровные ручки, никогда не нужно ничего поднимать, опускать, крутить. Немножечко нужно некоторые пальцы поворачивать, но не критично, не так, чтобы это было прям сильно напряжно. Поэтому коррекцию выполняем в одну капельку, сразу с замесом. Ничего сложного в этом нет, опиливаем и готовимся к дизайну.
Покрываем пальчики основным цветом и 2 пальчика выравниваем финишем под втирку. Конечно же, блестки. Начинается первый уровень блесток. В данном случае я попробовала включить боковую круглую лампу для того, чтобы было мне виднее блик, но на самом деле я поняла, что в принципе уже и лампа для блика, собственно говоря, не нужна. Поверхность выровнять я могу и без нее. Но она очень сильно прыгает цветокоррекцию у меня в ролике, поэтому я ее включать, наверное, не буду. Ну или буду ее включать, когда, конечно же, в очередной раз забуду, что она мне нафиг не нужна. Мы же тем временем затираем втирочку и еще раз перекрываем ноготочки финишем, потому что в данном случае мы будем выполнять объемный дизайн ногтей, который выполняется уже поверх финишного покрытия. Если мы будем перекрывать объемы топом, то мы зальем часть объемов, и так красиво, фактурно это смотреться уже не будет. Поэтому перекрыли финишем и уже поверх полностью готовых ногтей в мазковой технике начинаем выполнять вот такие вензельные элементы. Очень скоро материал, который я показываю в данных дизайнах, будет у меня в продаже в магазине. Материал прошел замечательно тестирование. На самом деле сегодня ноготкам уже 2 недели от того момента, как я их снимала. Отлично все носится, замечательно выглядит. Поэтому материал прошел все краш-тесты, которые только могли быть. И скоро мы его закупим для магазина. Итак, первый уровень объема мы наносим вот такими мазковыми движениями, стараемся сразу же распределить самый объемный материал, самые объемные капли в тех местах, где мы будем продолжать выкладывать объемы. Либо, в общем, вы дальше посмотрите, как это выглядит. Очень сложно объяснить на этом этапе, но вы сразу же должны в этом моменте просчитать, какие элементы у вас будут самые объемные. И потом эти же элементы поднимать при помощи тонкой кисточки. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Дополнительные капли материала располагаю именно туда, куда я изначально задумывала, как самые объемные вещи. Ну и в данном случае по высоте объемных запчастей вас никто ни в чем не ограничивает. Вы можете поднимать настолько, насколько хотите. Но материал имеет высоту просыхания. И больше, чем эта высота, он, к сожалению, не просохнет. У данного материала высота просыхания 1,5 мм. То есть выкладывать его выше, чем 1,5 мм, смысла нет. Поэтому, если вы хотите поднять высоты своих элементов больше, чем на 1,5 мм, соответственно, вы должны сделать несколько этапов. Вот в количестве этапов вы совершенно не ограничены. Ограничивает вас только ваше время и желание. В данном случае я поднимала все элементы в 3 этапа. Первый этап я провела вот такие вот крупные элементы и плюс добавила какие-то дополнительные мелочушки на фон. Вторым этапом я подняла уже меньшим количеством конкретно капельки в выборочных местах, уже не по всем элементам, а по каким-то выборочным. И третьей капелькой я уже совсем меленько подняла те элементы, которые хотела сделать самыми основными. На самом деле, как бы это сложно и долго не смотрелось со стороны, скорость выполнения этого дизайна не запредельная. На вот эти 2 ноготочка у меня ушло 10 минут со всеми предварительными просушками, с тем, что мы работали на одной руке. То есть, если бы я делала 2 руки, ушло бы не 20 минут, а 12, потому что пока бы сушилась первая рука, я бы полностью успела выполнить вторую. Поэтому здесь не так уж и долго, не так уж и сложно, но смотрится при этом очень интересно. Такой дизайн смело можно предлагать в качестве свадебного дизайна для ваших клиентов, потому что можно сделать его на любом фоне. И вот такие вот белые вензелечки на светлых нюдовых каких-то оттенках будут тоже смотреться просто великолепно.
Вот такой дизайн у нас сегодня получился. Надеюсь, вам понравилось. Нам с Мариной, во всяком случае, понравилось очень. Как всегда, все в ее стиле. Ну и я, как вы знаете, не против таких блестящих дизайнов. Чтобы не пропустить новые ролики, не забудьте подписаться на канал. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!